Всем привет, мои маленькие зрители, вы на канале Ставка на Аргентину, с вами Леонид. Посмотрим, что произошло за последнее время в Аргентине. На самом деле, такое небольшое политическое затишье происходило, мне кажется, потому что новостей прям вот не супер много вышло. Конечно же, в русскоязычном сообществе продолжаются баталии между Бразилией и Аргентиной, ничего не меняется. Многие помогаторы из Аргентины переехали в Бразилию, теперь заманивают туда людей. Вот буквально на днях мы думали с коллегой, обсуждали этот вопрос, а есть ли вообще в этом какой-то глобальный смысл? Ну, понимаете, если у тебя вообще ничего нет по документам, ну, наверное, может быть, есть. Ты уже понимаешь, что там ничего не можешь и здесь получить. Если у тебя уже что-то есть, и ты еще подучил язык, и переезжать в Бразилию с другим языком, ну, это дичь, просто дичь. Ты и так только переехал, только устаканился здесь, и тебя уже зовут туда. Вот, поэтому вопросов, на самом деле, очень много. Стоит ли это делать? Потому что если адаптироваться, понимать, где что, где дешевле, как продается, покупать оптом или по скидкам, там, лавхачить с картами, да, то есть зная, что по этой карте скидка в понедельник, по этой во вторник, по этой там в среду вот тут, то на самом деле ты кошелек начинаешь свой сохранять, скажем так. То есть, но если ты идешь просто, да, в рандомный джумбо и набираешь все подряд в корзину, конечно, у тебя будет дорого. Вот, и аргентинцы действительно тоже живут вот этими вечными лайфхаками, да, здесь сэкономил, там сэкономил, тут на кредитку, тут на дебет, и вот они вечно крутятся. Вот, хотя, если посмотреть на улицу, деньги у них есть. И, кстати, о деньгах. Сейчас прочитал буквально новость, что Аргентина перестала быть самой дорогой страной по стоимости автомобилей. Это удивительный, конечно, фактор. Самая дорогая страна теперь Бразилия. Так что, если вы сбежали в Бразилию за машиной, увы. На самом деле, ну, действительно были понижены ставки, но они были понижены в основном на самые дорогие машины. Наверное, в этой статистике как-то совокупно среднее, да, считается. В любом случае, машина здесь стоит дорого, страховка здесь стоит просто пиздец как дорого, и каждый месяц ты еще теряешь как бы стоимости машины, когда платишь налоги. В общем, по очень таким грубым подсчетам ты теряешь там от 5 до 10% стоимости машины в год. И, возможно, если ты на ней не так часто будешь ездить, выгоднее просто ездить на такси или в дальнюю поездку ее просто арендовать. И реально это будет, скорее всего, дешевле. Вот, поэтому, например, даже я на данный момент не готов покупать тачку, ну, потому что это, ну, не оправдывает вообще ничего, цена не оправдывает качество, как бы. И еще не забывайте про парковку. Это если ты живешь там где-нибудь за городом, в пригороде, тебе нужна тачка каждый день, да, нет вопросов. Но если ты живешь в Буэнос-Айресе, есть такси, метро, автобус, блин, что здесь только нету, да, мототакси, пожалуйста, все будет, кстати, почти намного быстрее, чем на машине. И главное, тебе не придется вот так вот по дворам крутиться, чтобы найти парковку, которая здесь дефицит прям реально. И стоимость платных парковок, ну, не маленькая, скажем так. Еще у нас была новость про уличную торговлю. Это то, что у нас здесь губернатор, да, губернадор Буэнос-Айрес, он пытался пресечь уличную торговлю, и тут позакрывали мою любимую ярмарку на Лос-Андос, например, закрыли, куда я постоянно ходил что-нибудь купить. И вот они вроде как боролись с уличной торговлей, но говорят, что она опять выросла чуть ли не на 100% за последний месяц. Но, правда, не на этой ярмарке, а вообще просто, ну, люди по городу стоят и продают что-то. Хотя могли бы зарегистрироваться на сайте imponda.com и выложить свои товары совершенно бесплатно, и там их продавать. Кстати, imponda.com это наш спонсор, это копия Авито на аргентинский манер. Офигенный классный сайт, не забудьте зайти туда, залегаться, что-нибудь продать, что-нибудь купить, в общем, крутая штука. В общем, видите, есть такие вот, короче, нюансы. En Ponda, donde lo usado encuentra un nuevo dueño. МВФ прогнозирует рост экономики Аргентины на 5,5% в 2025 году. Ну что ж, это неплохие данные. Ну, как бы, знаете, когда страна была на днище дна, 5% для нее это, ну, расплюнуть, короче говоря, то есть это, ну, это не сложно. Вот, когда ты там, а вот когда ты вырос там на 500, да, там уже 5 сложно сделать, там ты уже делаешь там несчастный 1%, ну, как и все большие экономики, поэтому совершенно не удивляюсь, что Аргентина будет делать там и 5, и 10% ВВП годовых в ближайший год, 2-3, просто потому что, ну, они отталкиваются от просто донных значений. Конечно, потом это все замедлится, но вообще в целом для страны это круто, круто, очень крутые показатели. Кстати, да, еще о показателях. Недавно читал статистику, что в Аргентине очень неплохо снизилась безработица. Цифры сейчас точно не помню. Ну, что-то, допустим, упала она вот от пика, который был, процентов так на 20. Это не херовое такое падение и за год. За год как бы правления Милея. И прикол в чем?
что на самом-то деле, ну, это лично мое мнение, я считаю, что 10% из тех, что сейчас вот в этой статистике, они никогда не работали и никогда не будут работать, чтобы вообще не произошло. Это здесь их называют серуха, типа, они выбрали путь бомжа. То есть эти люди, ну, мне кажется, ну, в статистике понятно, что они должны быть, но технически вот их можно не особо учитывать, они никогда не будут работать. Вот, так что реальная безработица надо считать от 10%, как бы убирать, и вот все, что сверху. Вот это, на мой взгляд, должно вот так считаться. Вот. Кстати, Милей на днях заявил, что с 2026 года они чуть ли не ожидают там не нулевую инфляцию. Очень интересно будет на это посмотреть, если будет одна страна в мире с нулевой инфляцией, ну или там, а если с дефляцией, вау. Ну вообще, если она будет очень маленькой, я буду, конечно, как и все аргентинцы и вот все, кто здесь живет, будем все очень счастливы, потому что инфляция уже, конечно, задолбала. Просто интересно это посмотреть на фоне мировой экономики, у которой инфляция как бы, ну, ни хрена не падает. То есть мировая инфляция там, ну, как бы там кто ни писал, ну, минимум 10%. Вот. И, кстати, наши любимые сравнения России и Аргентины по инфляции, и сейчас Россия уже, кстати, скорее всего, идет, инфляция, наверное, больше. Официальная там, ну, сколько у нас, официальная 10, при ставке 20. Почему ставка 20, да, надо задуматься. Вот, ну, неофициально, я думаю, и 20, и 30 вполне может быть, а вот в Аргентине прям официальные, да, сейчас, если они говорят 2% там условно месячных, то это уже 24 годовых, то есть это уже как в России. И здесь как бы, ну, я могу поверить реально, что это вот официальные более-менее данные, не то, что их там, они говорят 24, а на самом деле 54. Вот здесь как бы у меня, как бы скажем, меньше сомнений в том, что она неправдивая. Вот. Поэтому, возможно, уже прямо сейчас в России инфляции больше. Но кто знает. Надо подождать еще пару месяцев, и будет еще больше данных. Аргентина упрощает путь к гражданству для крупных инвесторов. На самом деле, вот это как раз вот в этом декрете про иммиграцию был этот закон. И здесь его как бы сейчас подписали снова. Но, опять же, точных данных толковых нет, сколько надо денег. Вы скажите, сколько денег дать. Вот, не знаю, давайте я поразмышляю. Были страны, да, где можно дать там 300 тысяч, по-моему, от 300 тысяч начинаются паспорта. Ну, евро или долларов. И мне кажется, ну, Аргентине, блин, с ее ценами на жилье, которые где-то за 300 тысяч долларов ты покупаешь, блин, не самую лучшую квартиру, сложно откровенно вот сказать. Ну, наверное, ну, тем более стране нужны люди с деньгами, ну, откровенно говоря, и с мозгами. Вот, поэтому мне кажется, что, ну, блин, я бы сделал 1200, наверное, и за них бы дал, там, не знаю, какой-нибудь ПМЖ там, на 3 года, допустим. Не знаю, а потом, исходя из этого, там, не знаю, из этого ПМЖ, если ты открываешь какой-нибудь бизнес, тыры-пыры, уже, ну, короче, дальше начинал это все раскручивать, ну, чтобы ты получил постоянный. Если просто они сделают опять 500 тысяч долларов, ну, будут вопросы, кто будет это покупать, когда есть, все-таки в мире еще есть конкуренция за такие деньги. Вот, и стоит ли выбирать Аргентину в таком случае? Не знаю, что они скажут, но вот мне кажется, надо быть чуть-чуть поскромнее в этих историях. С другой стороны, блин, вот просто когда ты смотришь на стоимость жилья, вот эти, ну, 200-300 тысяч долларов, они кажутся вообще ничем. Это одна, ну, маленькая квартира, блин, даже не в центре города. И вот здесь противоречие, да, с другой стороны, это огромнейшие бабки. Но вот в Аргентине немного все вот не так, как во всем мире. Значит, смотрим еще. Была у нас забастовка 4 августа. Сейчас далеко не 4 августа, она уже прошла. Забастовка СУПТа и в Кабе. 2 часа не работало метро. Ну, ребят, как всегда, уже не раз я здесь говорил, что вот такую фигню надо полностью прекращать. Они вроде уже как бы, да, сделали какие-то стратегические отрасли, где нельзя бастовать, а вот субы все еще бастуют. Ну, блин, да, можно пройти пешком, можно проехать на автобусе, но вы понимаете, да, что все равно метро это ключевой элемент бизнеса, да, что, ну, люди едут туда, чтобы с работы на работу, там, окей, с часу до 3 вы скажете, это день, когда все сидят на работе, ну, хорошо, а я, например, еду куда-то, чтобы, не знаю, в какой-то госорган, мне надо забрать там справку, получить документы, да, это, не знаю, я еду для того, чтобы, не знаю, чтобы мой бизнес дальше жил, чтобы я там узнал, не знаю, получил какое-то разрешение, не знаю, на торговлю алкоголем, на лицензию на что-то там, ну, то есть люди все равно, это экономика, она функционирует, не просто же метро работает круглые сутки, да, то есть
Все равно вот эту фигню надо прекращать. То есть не должно быть такого, что вообще не работает. Окей, забастуйте, ну не знаю, сделайте там вместо раз там в 5 минут, сделайте раз в 10 минут, в 15 минут. Но не должно такого быть, чтобы вообще не работало. Это, конечно, очень-очень-очень печально. С вами был Леонид, канал «Ставка на Аргентину». Не забудьте поставить сердечко, пальчик, поставить комментарий, если такое возможно, ну и подписаться на канал. Это будет супер, круто, пупер, мега, классно. Чао.